Hello everybody from Gustav's Dynasty Studio. Please turn on subtitles because English is not my original language and it's much easier for me to speak Russian because I was born in USSR more than half a century ago. So I will continue in Russian. Итак, я приветствую вас на русском уже языке из мастерской династии Гостев. И я хотел вам рассказать несколько моментов о том, почему люди инвестируют в дорогие картины и что значит дорогая картина и почему она дорогая. Это видео немножко откроет завесу арт-инвестиций, поскольку часто люди задают вопрос, глядя на картину, которая уходит за миллионы долларов на Кристис, Сотбис, почему эти каракули продаются за такие деньги, ведь каждый бы так смог. Речь идет о эмоциональном посыле. Человек устроен так, что он чувствует, зритель чувствует эмоциональный посыл из полотна. Это удивительное ремесло, живопись, обладает таким исключительным свойством. Художник, когда пишет картину, он вкрапляет в холст определенные мысли, эмоции. Зритель это может вынуть как из консервной банки. И сегодня я хотел вам рассказать о 3 картинах. Их можно было бы назвать «Ангелы моего отца». Вот. Мой отец ушел из жизни в 2022 году, и есть несколько картин, в которых он изображал ангелов. Это с виду неказистые работы, выполненные скорее даже формой эскизов. Это не какие-то масштабные его полотна, это, в общем-то, небольшие работки. Например, перед вами достаточно масштабная работа, это «Разговор», картина «Разговор», второе ее название «Разговор в Риме». Она написана была в 2012 году. Есть несколько картинок маленьких, цена которых не определена, но в то же время эти картины создают очень большой эмоциональный посыл. И первая из них, я очень ее люблю, это «Ночная встреча». Я поставлю ее здесь вот так. Я снял специально стекло, чтобы не было бликов, и при монтаже видео увеличу эту картину. Посыл этой картины, вероятно, заключается в том, что это пустынное место, в котором никто не живет, в котором даже нету света в этом домике маленьком. И от одиночества, скуки и, возможно, с какой-то другой интенцией женщина выходит ночью набрать воды, и пролетающий мимо ангел спускается к этой женщине для того, чтобы с ней поговорить. Поскольку никого вокруг нету, им не будет одиноко. Они смогут начать какой-то ночной разговор. И, казалось бы, небольшая акварель с пастелью, но эмоциональная передача от этой картины колоссальная. Это очень маленькая картинка с очень большим эмоциональным посылом. И, в общем-то, в этом есть какая-то суть живописи. Люди, которые покупают картины, например, великого Амадео Модильяни, каждый маломальски грамотный художник мог бы так написать портрет с пустыми глазами, как писал Модильяни, или начерикать что-то наподобие, но Амадео Модильяни вкладывал вот эту эмоцию любви, эмоцию желания передачи определенного образа на полотне. И поэтому спустя какое-то время люди
да даже не спустя какое-то время, и при жизни великого мастера люди оценивали это очень высокой оценкой, как и эмоциональной, так и финансовой. В этом, в общем-то, есть определенная метрика вот этого вот эмоционального посыла и цены за произведение искусства. Это вот был ангел номер 1, голубой ангел. Такой вот. Есть еще следующая картинка. Это 2021 год. Это одни из последних эскизов картин Анатолия Гостева. Вполне возможно, что отец предполагал в дальнейшем написать это маслом. Здесь изображен его любимый кот, который, к сожалению, умер. Он похоронил кота, и это было для него тяжелая утрата, поскольку они прожили вместе бок о бок более 15 лет. И, в общем-то, как он рассказывал, во сне к нему пришел кот, и, проснувшись утром, он начал дописывать. Начало этой работы было, когда кот был еще жив. Это разговор ангела с котом. Когда кот умер, он отложил эту картину, и лишь спустя несколько лет, когда увидел кота во сне, взялся ее доработать, написал еще даже к этой картине стихотворение. И когда он рассказывал о этой вроде бы комичной фигуре кота, он упомянул одну такую вещь. Он сказал: посмотри на глаза, они смотрят на ангела. И это действительно, правда, кот смотрит на ангела, и ангел с ним разговаривает. Эта небольшая картина несет в себе какой-то смысл о том, что всякая живая тварь имеет возможность поговорить с ангелом. И третья картина с ангелами. У нее удивительная история. В одном из своих видео я рассказывал, мы считали ее пропавшей. И мы удивлялись, куда она могла пропасть, куда она могла запропаститься. Ее нет в коллекции. И когда мы делали ремонт на 3-м этаже дома, мы нашли ее в такой нише. И еще 4 картинки, 3 картины, спрятанные в такое, ну не спрятанные, а видимо случайно оставленные в такой нише на 3-м этаже. И эта картина очень старая, она датирована 94-м годом. И мой отец именно эту картину забрал с собой в эмиграцию. В конце 90-х годов он эмигрировал в Западную Европу для того, чтобы открыть новые горизонты, чтобы научиться писать лучше, чтобы расширить свой кругозор среди европейских мастеров живописи. И он добился немалого успеха. Европейские критики говорили о нем «последний художник». Последний художник, вобравший в себя опыт великих мастеров. Русская душа. Русская душа, которая к ремеслу примешивала вот этот эмоциональный посыл русского художника. И эта картина «Ангел в СССР» как нельзя точно передает вот этот эмоциональный посыл духовности, которая в этой русской неустроенности, потому что это какая-то Сибирь, где медведи ходят пешком, и на баяне у этого гармониста написано СССР, и вдруг появляется ангел, который пришел послушать эту мелодию. И самое главное, что передает эта картина, эта фигура ангела, она удивительно одухотворена. Это ощущение, когда вы заходите в церковь и смотрите на икону, и икона с вами начинает разговаривать. Эмоциональный посыл, который передает икона,
который вкладывают люди в икону, возвращается к зрителю, и зритель чувствует вот эту благодать. От образа ангела в этой картине исходит неимоверная благодать. Это я могу вам точно сказать, потому что я очень хорошо чувствую и знаю эмоциональный мир людей, предметов. Он тоже существует. И живопись — это удивительное ремесло, которое умеет абсорбировать вот эти вещи, как ничто другое. Мы не можем этого объяснить ни с точки зрения технологий, ни с точки зрения каких-то цифровых процессов. Дигитализация не передает вот этих вот эмоций. Аналоговая, краски все-таки, холсты — это, в общем-то, аналоговая область нашего бытия каким-то необъяснимым образом умеет это абсорбировать и передавать зрителю. Поэтому вот эти вот 3 маленькие небольшие работы, они несут какую-то определенную божественность, присутствие божественности в нашей с вами жизни. Присутствие чего-то доброго, то, что успокаивает, то, что несет в этот мир. Любовь помогает человеку справиться с какими-то трудностями, как ночной женщине, несущей вот эти вот ведра на этой первой картине. Ей тяжело, одиноко, и ангел приходит к ней поговорить. Ангел разговаривает с котом, ангел приходит послушать музыку в какой-то удаленной российской глубинке. И эти картины об этом говорят. В этом, в общем-то, удивительная способность ремесла живописи. Я вижу цвет, да? Притом я беру, когда работаю, мне надо цвет. О. И пускай она так будет. Она живая. В контексте вот этого удивительного ремесла в династии потихоньку выстроился проект по продвижению живописи удивительного русского художника, русского происхождения, моего отца Анатолия Гостева. Я рассуждаю о его картинах абсолютно непредвзято. Я закончил художественную школу, и я был свидетелем всей жизни, его творческой жизни, его размышлений, его эмоционального посыла, эмоциональных стараний передачи вот этих вот вещей. И, конечно, мы бы хотели показать это миру с каких-то экспозиций из галерей. Мы выбрали место, в общем-то, в Западной Европе, из которого мы будем пытаться разместить картины в престижных галереях. Это не какое-то маленькое творчество, это творчество человека, посвятившего жизнь живописи, имеющего колоссальные референции, колоссальное количество выставок. Последняя выставка моего ушедшего отца происходила в Швейцарии, в Базеле. И после какого-то периода затишья в этом арт-продвижении, скажем так, мы приняли решение о том, что мы поедем в такой арт-тур по определенным местам, потому что есть определенные локализации, где в мире, где шансы продвижения живописи многократно увеличиваются, и есть места, где эти шансы практически равны нулю. То есть, не стоит выставлять картины, наверное, где-то в какой-то стране, не приспособленной к этому, или в какой-то забитой деревне. Вот, конечно, с точки зрения жителей этой деревни это возможно, но с точки зрения какого-то глобального показа
это не очень перспективно. Поэтому в проекте Make Art Great Again мы призываем людей, которые заинтересованы в продвижении искусства, в инвестициях в произведение искусства, принять участие. Мы, само собой, предлагаем процент, долю с продаж картин. И это далеко не маленькие деньги, потому что картины Анатолия Гостева были оценены достаточно высоко. В том числе они были оценены референциями из Третьяковской галереи. Мы, к сожалению, не можем предложить эти работы в Россию, поскольку из-за вот этой сложившейся ситуации мы не имеем возможности каким-то образом, во всяком случае, нам не приходит в голову какая-то модель презентации картин в России на, в общем-то, родной земле русского художника. К сожалению, это так. Но это политическая история, и мы с этим ничего не можем сделать, поэтому, в общем-то, мы выбрали направление итальянской ривьеры. Это область, где в непосредственной близости находится Монако, Ницца, Канны. С одной стороны, с другой стороны это Флоренция, Рим, Милан, в другую сторону. И мы планируем вот этот арт-тур. И мы планируем также выставку в известной галерее Опера. Это франшиза американских галерей. Она находится в Монако. И мы ищем организацию или человека, который сдвинет это немножко с мертвой точки, поскольку это все-таки финансовые инвестиции в транспорт, в перевоз, в размещение. И, конечно, мы готовы поделиться прибылью, будущей прибылью с такими инвесторами. И вообще это очень интересная инвестиция и очень интересный процесс, поскольку люди, которые, возможно, будут с нами сотрудничать, для них откроются двери в удивительный арт-мир людей, искусства, удивительное общество людей, поскольку действительно в обществе людей, которые любят искусство, любят живопись, заинтересованы в экспозициях, в покупках, в посещении выставок. Это определенный уровень, это определенный слой людей, с которыми интересно общение, интересно сотрудничество. И как бонус, это очень перспективное вложение, финансовое вложение. Это не криптоказино, это реальные вещи, это реальное искусство, которое с годами становится лишь дороже, увеличивается в цене. Тем более, что, к сожалению, Анатолий Гостев ушел из жизни в 2022 году. И это печальное событие, достаточно тривиальное в мире, к сожалению, в мире искусства. Художника начинают, как правило, ценить. Цены растут после смерти. Художнику уже не нужно это признание или какие-то финансы, но, может быть, сверху, в компании своих ангелов, он порадуется. Ну, вот так. Вот это одна из моих любимых картин. Это о чем говорят женщины. Они говорят о любви. Об этом я вам расскажу в каком-то другом видео. И принимайте участие в наших проектах, арт-проектах. Мы планируем также, возможно, открытие арт-центра где-то. Также мы хотели бы немножко основать, продвинуть школу, лекции по
по искусству, по живописи, не только с точки зрения ремесла. С точки зрения ремесла есть очень много видео на YouTube, где можно научиться владеть художественным ремеслом, но это лишь часть, это половина. Вторая часть – это умение думать, это размышление, это умение пропускать через призму эмоций увиденное и возвращать на холст, на полотно. Это совершенно другая история, не связанная с ремеслом. Поэтому умение думать и чувствовать – это одна из составляющих, я бы сказал, это, в общем-то, основа школы живописи, династии, которую мы планировали бы создать. Но на все нужны инвестиции, на все, как известно, нужны финансы. Поэтому мы, конечно, ищем меценатов, спонсоров, мы ищем инвесторов. И, конечно, мы понимаем, что в мире все меньше и меньше делают таких вещей из каких-то благих намерений. Люди все-таки рассчитывают свои финансы, свои вложения. И, конечно, мы готовы подписать какие-то договора о том, что мы часть прибыли отдадим для наших инвесторов, будущих спонсоров. Это абсолютно нормальная бизнес-история, как говорится. Вот, ну, на этой ноте я, наверное, закончу это видео, и я желаю вам всего самого наилучшего. Спасибо, что посмотрели. Если вам понравилось, подписывайтесь на наш канал. Возможно, вам будут интересны наши размышления, наши проекты. Все-таки мы рассказываем не о тривиальных вещах, которые перемелятся, которые исчезнут через неделю, 2 месяца. Мы рассказываем о каких-то вечных ценностях, которые вкраплены в нашу парадигму нашей жизни, в парадигму нашего бытия. Искусство делает нас живыми, дает нам заряд жизни, заряд эмоций, дает возможность поделиться чем-то уникальным. Из полотна художника исходит удивительный набор, суп, как из консервной банки, вот этих удивительных размышлений и эмоций, которые истинный художник, истинный живописец вкладывает в свое произведение. До новых увлекательных встреч! Увидимся!